Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Вартюа. Ну что, на сегодня у меня нет никаких абсолютно идей, поэтому то, что будет приходить, от того я буду отталкиваться. Как говорится, цель поставлена, цель намечена, мы к ней идем. Или, как говорится, никакой цели, тупо мочим. Да, ну на самом деле здесь есть несколько обалденных легендарок, еще я вижу здесь есть обалденные мехи. И так как, нет, точно не ты, дорогой, точно не ты. Нет. Только не Ладно, ну со старта ее в принципе можно взять. Это хороший персонаж, которого ну не стоит игнорировать от слова совсем. Если что, я про крутилочку. Вот. В принципе, здесь есть классные маги, классные пятерочки, классные мехи. То есть здесь вообще, ну, прям каточка вот такая вот прям хорошенькая. Ну, это я так думаю со старта, в принципе, просто потому, что мне пришел убийца. Ладно, я не думаю, это чисто из-за того, что ко мне пришел убийца, ко мне пришла еще вот такая вот двоечка, и мне это нравится. Такой я одобряю, такой я приветствую. Конечно, лучше всего, чтобы пришел убийца, было бы вообще в 2 раза шикарнее. Но, как же все-таки я буду действовать вот сейчас в такой ситуации и что я буду предпринимать? На самом деле здесь можно было бы сыграть на охотниках плюс ведьмаках, это было бы очень круто. Второй момент, здесь можно сыграть через шаманов-магов. Джакира, к сожалению, нету, но здесь есть нежить. И я очень давно хотел реализовать одну тему. Это 5 драконов, 6 нежити и 6 магов. Для этого мне нужно будет 11-12 уровень. Это, честно, это, наверное, за все те времена, мне сейчас падает, когда мне люто не везло. Вот, скорее всего, это именно из этого разряда, потому что по-другому я не могу объяснить, что это. Вот я реально по-другому этого не могу объяснить. Вот что это, как это? Как это вообще понять можно? Но на самом деле, типа, сейчас оно кажется круто, классно, да, там приходят, все дела. Ну, кстати, я сделаю вот так вот еще. Я все-таки хочу, чтобы шанс на фиолетовую фигуру у меня был выше, и я на самом деле хочу поставить попробовать шаманов. Ну и в принципе мне хотелось сыграть на охотниках плюс... Короче, было бы 3 охотника и 9 нежити, но есть огромнейшее но, и звучит оно следующим образом. Это то, что здесь есть шаманка. И перестроиться как бы в 6 шаманов, я думаю, вы сами понимаете, как 2 пальца об асфальт, и поэтому смысл? А смысла нет. Есть СФ, Гида, Тракса. Ай, как же... Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, вроде бы как, здесь есть один шаман. И еще есть здесь вот этот вот человек, который хочет сыграть на ведьмаках. А вот что лучше взять? СФа все-таки? Наверное, так и сделаю. Я возьму СФа. И, наверное, поставлю как-то вот так. Можно было бы нежить, конечно, взять. Можно было бы. А можно просто на магах сыграть. Маги, драконы плюс нежить. Сложный у меня выбор, конечно. Хочу то или иное. И что лучше будет, пока непонятно для меня, если честно. И реально пока не могу понять. Я как бы нежить возьму. Но если играть на нежити, то мне понадобится по-любому это... Ну без лича просто нежити. Ну, короче, если играть через нежить, мне понадобится 6 магов. Это раз. Во-вторых, мне понадобится 5 драконов и 6 драконов. И 6 нежити. Тогда моя сборка будет очень хорошая. Но из-за того, что здесь нет Джакира, у меня есть некие сомнения на этот счет, что это будет хорошая сборка и хорошей идеей именно сделать так. Короче, я пока в небольшом замешательстве. В принципе, я бы мог сделать еще лучше сборку. Это драконы, маги плюс боги. Но так как Зевса нету, богов не получится мне реализовать, как бы я хотел. И без Зевса это будет не особо сильно. Хотя если Лич в блоку придет, то я думаю, будет даже очень сильно. Просто если будет один таргет, то вряд ли это будет сильно. Ну... Давайте посмотрим. Как бы оно пока приходит, оно пока идет. В принципе, можно было бы собрать каких-то...
Кого же можно было бы такого вот прям хорошенечко собрать? В принципе, звери. Отличная тема, всегда заходит, всегда круто. Можно, если будет хорошо приходить, то можно вертолетика собрать под зверями. И я думаю, это будет прям вообще шедеврально. Вот банша приходит, тут видите? Охотники вообще. Опа. Посмотрите, какой шикарный стол мне сейчас пришел. Так я возьму их двоих. А СФ я продам. Хотя СФ на самом деле был получше, наверное. Не знаю, хочется реализовать нежить, но у меня не получится ее, наверное, реализовать, как я хотел бы. Ладно, пока играем через магов-драконов, а там уже оттолкнемся от того, чтобы приходить. Пока я не особо уверен. Я вот очень даже не уверен, я бы так сказал. Максимально не уверен. Ладно, я понял, что это. Это, ребята, вот гадалки не ходи, и если вам такое приходит, то, скорее всего, это будут звери. Поэтому это будут, скорее всего, звери. Если сейчас ко мне еще придет один вот такой паренек, не он, если что. Я просто смотрю и в шоке немножко становлюсь от того, что мне приходит. Вот как от этого отказаться? Вот серьезно, как? Персонаж двоечка со старта, да без проблем, давай. Это намного лучше будет, чем два тех. У меня вот такой... Это круто. Это реально круто. Вот сейчас без рофлов это очень-очень-очень-очень круто. Я на самом деле даже хочу его апгрейднуть как-то так. Попробуем. Зверей я собираю. Шестой бы уровень взять. Я, наверное, возьму вот так вот. Возьму шестой. Тут лустрик, тут, в принципе, хорошо. Можно было бы охотников еще собрать через ведьмаков. Тоже было бы прикольно, но здесь нет тайда. Бог ты мой. Я сплю. Я сплю. Я серьезно говорю, я сплю. Что? Я считаю SF намного сильнее, чем... Я считаю реально SF намного сильнее, чем АМ. Что происходит? У меня овер сильный стол. Тьфу-тьфу-тьфу. У меня есть два волшебника. Дай бог приходит сейчас еще один волшебник. Да... Не, ну их... Честно? Я в дичайшем шоке сейчас сижу и не понимаю, что собирать, потому что мне, ну, реально очень сильно пришло. И то, это очень сильно. Вот все сильно, понимаете? Все сильно. Я не могу это скипнуть просто из-за того, что вот взять и скипнуть. Мне Джаггер приходит опять. Но я не хочу снова играть через крутилку. Есть разор еще. То есть можно, в принципе, сыграть, знаете как? Точно. Я давно не играл на этой сборке. Но если там, не дай боже, соберутся... Сейчас. Надо подумать. Не дай бог там просто соберутся шаманы. Что я тогда буду делать? Ладно. Попробуем все-таки собрать сборку через волшебников. Я еще, конечно, в замешательстве, но надо уже просто определиться. Мне нужно, во-первых, винстрик сохранить. Да боже, как оно приходит, вы просто посмотрите. Нежить прям сыпет. Такое ощущение, что это в действительности катка будет для нежити. Вебка просто, наверное, не передаст того, что испытую я.
Чел даже открыл меня и смотрит, и думаю такой, что ты такое? Что ты такое? Как? Ну, что это? Да, удача меня покинула. Удача меня покинула, все. О, ну тут скорее всего, сейчас будет весело. Если я чуваку сбиваю винстрик, вот сейчас даже посмотрим. А я ему сбиваю винстрик, потому что у меня стол огромедный просто. Просто огромедный. И благодаря тому, что у меня стол огромедный, я его сейчас просто вынесу. Еще и винстрик его сейчас забираю. Смотрите. Опа! Сюда деньги. Отлично. Котел. Серьезно. Боже, вы посмотрите на этот апгрейд. У меня скоро холодный пот на лбу вылезет. Но это нереально мощно. Это нереально мощно. Я думаю, все прекрасно, вот сейчас, все, кто меня смотрит, все прекрасно понимают, о чем я сейчас думаю и почему это нереально мощно. Единственный минус моего билда, то что если против меня соберется какая-то крутилочка, меня вынесут вообще без шансов. И так же самое, я думаю, Маг-Дракон тоже меня вынесет спокойно. Но мне бы хотелось собрать прям лютую сборку. Вот у меня есть котел, у меня есть, в принципе, все для того, чтобы ее сделать, такую сборочку. Тут еще есть Doom. Надо просто максимально вот душануть их хорошо. И тогда я вообще буду чувствовать себя в ажуре и никаких опасностей не буду ощущать на себе. Плюсы моей сборки будут в том, что даже если против меня будет маг-дракон, я смогу перестроиться в какого-то гритера, либо же перестроиться в какого-то... Кстати, тут где-то М, по-моему, был когда-то. Так вот, я смогу перестроиться в какого-то гритера, это первый момент. Второй момент, я смогу спокойно себя чувствовать против магов. Даже если маг-дракон соберется, а я думаю, здесь он когда-то дособерется. По той лишь причине, что у меня будет подсейф из моих волшебников. Я смогу перестроиться вдруг чего очень быстро и очень резко. И при этом ничего не потеряв. У меня, конечно, есть одна бесполезная шмотка, и куда ее деть, я не знаю. Так, здесь, здесь жрец собирается, что? Я надеюсь, конечно, нет, но против жреца мне по-любому понадобится гритер. Ну, если в действительности здесь будет собираться жрец. Пока я в таком подвешенном состоянии, что здесь будет жрец. Но, судя по всему, намеки есть такие. В принципе, можно было бы реально просто выставить гритера и спокойно играть сейчас через гритера. Но у меня куча двоек тех, которые мне нужны. Но гритер я могу взять про запас, поэтому лондруида я, наверное, скипну. Фулл эльф построился, поэтому гритер пока отпадает. Против фулл эльфа мне нужен по-любому будет магический билд. По-любому. Выносить мне его нужно будет вот на раз-два. У меня сейчас есть огромный винстрик. Главное, чтобы мне его не сбили. Эльф это может сделать, причем без шансов. Да, против эльфа мне будет очень тяжело. Как же поступить вот правильно? Как же так правильно поступить? Из-за того, что у него там есть волшебники, мне, в принципе, будет довольно в целом тяжело играть. Потому что он может перестроиться с моих магов и тому подобное и так далее. Но так как мне пришли волшебники ранее, мне реально это нужно использовать. Поэтому я сейчас буду собирать... Можно было бы просто собрать зверей и вынести здесь все. И вся. Абсолютно. Без единого намека и шанса к кому-либо. Чел такой перешел, такой думает, я не понял, что сейчас происходит. Но самый опасен это эльф. Самый опасный человек это против меня это эльф. Он овер сильный против меня. Ну, кстати, наверное, я 7 возьму. Все равно на то, что я инкам немножко себе нарушил, но я себе взял 7. Я могу, в принципе, фуловых гоблинов сейчас выставить через моих волшебников, но я этого делать как-то особо не хочу. На самом деле,
Я 8 все равно буду брать сейчас. И я буду с такими фигурами сидеть. Потом я, наверное, перестроюсь просто либо в гоблинов, либо в кого-то еще. Короче, я слишком много рассуждаю, и это нелепый треп, который мне нужно сейчас опнуть и просто смотреть то, что мне сейчас будет приходить. И от этого уже оттолкнуться. Вот реально. Это нелепый треп, который я сейчас делаю. Ладно. Шар бездны. Хорошо. После жертвы. Отлично. И кулон доброты. На безрож тоже классный предмет. Маг-волшебники хочет собраться. Тут непонятно. Мне нужен 8. На 8 я буду полностью собирать свой билд. Меня постоянно мониторит и думает, что же я буду собирать. Я сам пока не знаю, что я буду собирать, поэтому не надо мне мониторить. Шар бездны слишком универсальный предмет. Опа. Вот и порешали. Так, броня. Скип. Что? Короче, я случайно 2 предмета скипнул. Ну, урок войны идеальный предмет. Я его беру, и если приходит мне цветка, то я спокойно... Ну ладно, берем его. Вообще, на самом деле, можно просто не париться, сейчас продать всех этих, собрать себе сверху шаманов и просто выносить здесь всех и вся. Спокойно. Пока бога возьму, может я реально сделаю эту сборку. Почему... Вот он приходит, прям, ну... Самый опасный маг дракон, у которого очень много всего. Он меня скорее... Ой, маг дракон. Просто маг через волшебников, он очень сильный. Я уже молчу о том, что он может меня реально за прокат забрать. Это проблема. И надо подумать, что я делаю все-таки со своими волшебниками. Просто собирать дальше себе шаманчиков. Я давно шаманов не показывал. Шаманов просто очень легко будет законтрить. Может... Ладно, я все-таки шаманов соберу. Я буду контрить как-никак. Спокойно. Так, выставляю, собираю шаманов. Все. Мне главное эльфа пережить. Эльфу, кстати, будет труднее меня законтрить в таком случае. Можно было бы баф людей еще поставить сверху, так вообще была бы песня. Какого-то мага бы найти. Так, маг-дракон. Угу. Так, вместо этого гоблина. Цветку пока скипнем, поставим мага. Мне кажется, с 3 магами я буду чувствовать себя намного увереннее. Хотя не совсем в этом убежден. Ну да, так как-то поприятнее билд смотрится намного. Давно у меня, конечно, такого не было, но я очень опасаюсь мага вот этого. Ай-яй-яй. Шаман. Человек. Есть маг-дракон. Просто понимаете, если собирать мага-дракона, то мне нужны совершенно другие персонажи. Ну, кстати, вот чел в топ-билде сейчас. Маг-дракон бог, но тут нет Зевса, поэтому маг-дракон бог на такое себе собирать. Это объективным быть, такое себе собирать маг-дракона. А вот шаманы, кстати, вот хорошо будет контрить. Вот сейчас, кстати, посмотрим. Нет, это сейчас фуловый эльф. Кстати, проблема тоже мне собирает, как мы видим. Он мартретку сейчас еще закерил очень сильно.
А не. Значит, нужно опасаться вот этого паренька. 9 магов через волшебников. Его нужно опасаться. Я так понимаю, его нужно по максимуму опасаться. Сильный парень будет. Тебя мы скипнем, ты мне не особо нужен. И немножко возьму сейчас уровня, чтобы взять 9. На 9 уровне поставить... Кстати, баф людей надо поставить. Так, тебя я уберу. Вот так, баф людей, чтобы книжечку получить. Чтобы получить книжечку. Ну и вот такую вот расстановку, я думаю, она будет все отлично. Почему я хочу собрать себе сейчас шаманов? Объясняю. Смотрите, ребят, шаманы очень хорошо будут контрить почти любую здесь сборку. Это раз. Во-вторых, я очень легко законтрю 9 магов. Но есть и минусы в этой сборке. То, что если против меня чел соберет какую-то... Ну, у него просто максимально универсальный билд в плане того, что он может собирать против меня морских. И мне будет очень трудно, если он соберет морских. А я надеюсь, что у меня таких, конечно, проблем не будет. Волшебное зеркало. Все, я тебя услышал. Я понял, что это будет. Так, рок войны мы скипнем. Вот это вот так вот мы сделаем. Ну, в принципе, вот так вот. Сопротивление тебе вот так вот. Вот так вот. Книжку оставим, потом юзнем. Так, блинк пусть будет. Рок войны. На самом деле я не знаю, кого ему дать, поэтому дам тебе пока. Маг. 5-звездочный. Сюда. Мне бы, конечно... Ну, мне кажется, это будет сильно. Вот так вот. Кстати, броню надо скипнуть, ману плюс 40 найти. О! Вот это даже предмет будет получше. И, кстати, наверное, сопротивление тебе все-таки плюс 40. У тебя и так много будет сопротивления, а у тебя будет маловато сопротивления. Поэтому, в принципе, мне кажется, так лучше. Ну вот, сейчас посмотрим, как оно будет. Ну вот, кстати, 9 магов. Мне даже шар бездны не помог. Обалдеть. Сильно. И минус 21 почетно. Это было сильно. Ладно. Ладно. Сыграем по твоим правилам. Наверное. Но нет. Твои правила будут, но не здесь. На самом деле я удивлен, что так произошло. Он просто в легкую вынес моих всех ребят, несмотря на то, что у меня, ну, довольно-таки сильный стол был. Как так вышло, я не понял немножко. Но я думаю, разберусь в скором времени. Как так вышло? Ну, кстати, я бы мог, наверное, без волшебников выставить, да? Да, я могу без волшебников. Ну ладно, на следующий раунд я без волшебников выставлю свой билд. Мне бы цемку в двойку. Чтобы мои шаманы намного быстрее ману регенили, было бы все хорошо. Ну, кстати, шаман превратился в цемку. Спасибо, я тебя услышал. Очень полезно. Можно Лину поставить. Да, и баф людей еще получить сверху. Отлично. Такое мне пока нравится. Так. Как мы еще поступим вот сейчас в такой ситуации? Давайте подумаем. Так, ты, в принципе, сумонишь, все окей. Тебя шар бездны, окей. Надо что-то с ним делать. Шаманы мне могут помочь. Просто мне надо время, чтобы закастить успеть все. Тогда будет все отлично. Я даже вообще париться на этот счет не буду. В идеале, конечно, было бы сделать 9 магов, 5 драконов, 4 бога. Это было бы вообще четко. Это было бы лучше, наверное, билд. Ну ладно, будем сейчас драться с ним 1 на 1. Он, конечно, может перестроиться и в гритеров и тому подобное. Но я думаю, это ему не поможет.
По крайней мере, я в это верю. 2 колечки есть беспонтовых. Я не знаю, куда их деть пока что. Я типа могу в котла закинуть, но а толку от этого котла будет? Я и местами немножко шаманов поменять не могу, по той лишь причине. О, кстати. Кстати. Смотрите, сейчас будет прикол. У нее скорость атаки 0,9. А теперь обратите внимание на иллюзии, которые она создаст. Есть такой один такой тоненький моментик. 0,5 скорость атаки у ее иллюзии. Как вам? Рок войны не имба. Так, книжечку получаем. Отлично. Пока все идет более-менее хорошо. Тьфу, тьфу, тьфу. 6 людей поставить я не могу, потому что мне некак их поставить пока. Это уже такое. Шаман, я заметил, мне не приходит. Это плохо. Там персик. Серьезный там парень, серьезный. Ну, я думаю, мы с тобой сейчас все порешаем. Билд цвет, конечно, было бы очень хорошо. Просто выставляешь всех цвет и чувствуешь себя в ажуре. На самом деле, надо, наверное, сефа скипнуть и поставить этого провидца, потому что у нее даже своего дефолтного сопротивления к мане огромное. Ой, к мане, к магии. Огромное сопротивление к магии, своего дефолтного, 30%. Значит, сефа я, наверное, сейчас продам все-таки. И поставлю провидца. Все-таки, как-никак, он может очень хороший скилл закинуть, и ты будешь чувствовать себя в максимальном кайфе. Так, SF скинем. У него просто есть способность такая, как Empress Light, по-моему. Не как она. Вот, электромагнитный импульс, который наносит обалденный магический урон в зависимости от того, сколько она сожжет. Благодать России. Хороший предмет, но мне не нужен. Это тоже как бы предмет хороший, но не нужный. Так, блинк сюда. 6 магов у меня. Не хватает одного, но я поставить никого не могу, пока не возьму уровень. А уровень я не хочу брать, потому что мне нужен один раунд, чтобы я смог заимпактить книжечку. Тогда я смогу спокойно взять. Ну, кстати, некоторые предметы я же все равно могу скипнуть, допустим. Кстати, вот этот предмет, талисман. Обалденный предмет. Если его закинуть в нее, вот так, в него, в Разора. Сейчас прикольно, что будет. Сейчас урон отразится во всех тех, кто будет мне наносить 50% чистого урона. Вот посмотрим, сейчас отразит полностью как надо. Чпунь. Вот, кстати, плохо. У меня все очень плохо. Да, меня вынесут. Или нет? Кто сильнее, котел или ЛД? Я верю в котла. Время истекло. Ну ладно. О, шаманчик. Сюда. Это значит, я могу пока одного шаманчика заменить. И поставить 6 магов. Верно. Кстати, талисман, как я понял, бесполезный. Он ничего не вернул в ответ. По итогу. Ну, ради криты. Все эти предметы, они мне не нужны. Поэтому я их скипаю. Щит отражения. Не спорю, очень хороший предмет. Вообще даже спорить с этим не буду. Предмет очень сильный. Скипать его вообще нельзя. Мне надо людей найти, единственное что. И надо, кстати, паролить, усилить свой стол. Иначе я сейчас так и буду откисать. Я просто в АФК постояли. Ну ладно. Короче, остаюсь сейчас с магом 1 на 1. 9 магов 1, 9 магов 2. Сейчас будет весело. Сейчас мы с ребятами подеремся. Выйдем на махач. Боже, какая сильная цветка. Мне ее даже скипать не хочется, понимаете, насколько она сильная? Ладно, яйцо в тебя заюзаю. Мне книжки нужны, вот это вот я точно знаю.
Еще пару книжек, и я смогу выставить еще сильнее билд. Это 6 шаманов. Магов, конечно, не выставлю, наверное. Но тут есть маг-волшебник, который... Ну, а почему он морских не ставит? Я сейчас... Я вообще не понял. Я не понимаю, почему он морских не ставит. У меня огромный вопрос к этому персонажу. Почему ты не ставишь морских? Объясни нам всем, пожалуйста. Почему ты не ставишь морских? Вот этот чувак в идеале сейчас бы переставился в морских и все, и выносил бы все и вся. Но ему, видимо, в эльфах комфортнее, хотя я не знаю, в чем комфорт. Ну, либо не понимаю. Тупой может. Так, Так, эльфа мы этого вынесли, хорошо. Книжку мы получили с него, тоже хорошо. Это мы возьмем, это мы возьмем, это мы возьмем. И это мы возьмем. На самом деле щит отражения хотелось бы взять, но не буду. Но не буду. Так, по поводу Рубика, кстати, он пиво стырил. Обалденно полезный предмет. Да. Собаку возьму. Я хочу поставить 6 людей на мобов. Выйти в 12-й. Поставить 6 магов. И... шаманов. На самом деле, знаете, я сейчас думаю, что яйцо я зря потратил. Надо было яйцо оставить все-таки. Ну так, 9 магов вот один. Не успел закастить ничего. Там, кстати, Лич вынес всех моих, понял. Крутяк. Очень плохо все. Для меня. Опа! Первый винстрик слетел. Новости для меня хорошие. 6 книжек сейчас получу. Ну да, тут, наверное, я глупо поступил в том, что мне надо, наверное, все-таки поставить немножко другую расстановку. Раз. Два, это усилить свой билд, свой стол в целом. Рубик мне по-любому нужен. Ой, Рубик. Короче, вы поняли. Лина мне не совсем нужна будет. Мне нужен Лич. Лич имба. Как ни крути, Лич имба. Главное сейчас могу вынести. И цемку хотя бы в двойку найти. После этого раунда мне по-любому сейчас нужно будет делать немножко другой билд. В плане другую расстановку. А из-за того, что здесь есть вот этот провидец, мне тяжело играть против них. Провидец очень многое решает. Ну ладно. Так, это 5 монет стоит. 2 книжки не хватает. Боже, вот это вот очень плохо. Ладно, сейчас котла это закину. Тебе сюда. Тебе сюда. Это у тебя есть, это у тебя есть. Нет, это плохо. Расстановка меня более-менее устраивает, но на самом деле я бы хотел, наверное, в провидца закинуть эти предметы. Я думаю, в провидца будет намного посерьезнее, потому что 2 магнитных импульса будет. С котла вот это колечко я уберу. С котла колечко уберу. Самых важных персонажей я сейчас должен защитить. Куча бесполезных предметов у меня есть, которые нужно просто скипнуть. Так, раз, импульс сработал, понятно, и 2. Все очень плохо. Ситуация патовая. Меня выносят. Главное, чтобы того вынесли, мне надо книжки. У меня еще есть некор, отлично. У меня еще есть некор, у меня еще есть время даже немножечко. Чтобы поиграться против него. Наверное, все-таки так сделаю. Провидец, это, конечно, круто. Люди, это тоже, конечно, круто. Но, как мы видим, все очень нехорошо. У меня даже ЦМ-ки одной нету. Можно ЦМ-кой поделиться? Короче.
Вообще я могу защитить каждого своего вот этого персонажа вот этим вот предметом, потому что 25 сопротивления, оно дает им все равно со старта и не даст их ваншотнуть. Так, хрона от Гриттера, спасибо. Очень полезно. Ну, кстати, полезно не полезно, но вынес благодаря этому хроне. Спасибо. Надо одна книжка. Боже, я держу этих людей чисто из-за того, что мне нужна одна книжка. Лич 2 раза уже пришел. Нужен ли мне вообще Разор? На самом деле, я думаю, Разор это так себе персонаж. Пусть у меня будет так же самое 6 магов, но пусть мне придет Разор. И на самом деле Разор был поимпактнее Лины. Боже, я, наверное, опять тему плохую сделал. Морских поставил. А вот это плохо. Он поставил морских, и это плохо. Боже, ну короче, я книжку одну не заработаю. Как бы я ни хотел, как бы я ни крутил, книжку одну я не заработаю. Поэтому сорянчик. Но я вас распускаю, ребята. Сыграем на твоей игре сейчас. Как ты считаешь, давай сыграем. На самом деле, чем больше у меня магического сопротивления, тем больше шансов, что он мне не ваншотнет никого. Вдруг кто не знал, если у вас есть БКБ, то вы, в принципе, переживаете спокойно любой прокаст. Котл. Ну, может быть, Котл в троечку поможет. Хотя, наверное, нет. Минер. У меня слишком быстро умирает стенка. То, что я говорил, волшебники. Если бы на самом деле я бы просто играл на волшебниках, я бы спокойно его вынес. Либо же просто хотя бы пережил один раунд, поставил бы БКБ, и он бы меня морскими не убил. Ну вот, короче, один огромный плюс, когда ты играешь на волшебниках. Ты можешь спокойно перестроиться в морских и выносить все и вся. Как видим, даже 6 шаманов мне не помогли. Пожадничал я, конечно, с книжками опыта. Очень сильно пожадничал. Если бы я не пожадничал с книжками опыта, было бы все намного-намного лучше. Но, как мы видим, магический урон намного легче законтрить, чем какой-либо другой. Но катка была красивая, серьезно. У меня был довольно дорогой стол. Возможно, если бы я играл через волшебников, то было бы еще лучше. И я на самом деле более чем уверен, что если бы я играл через волшебников, такого бы не произошло. Я бы мог поставить гриттеров, я бы мог поставить кого угодно. Ну, у меня просто даже больше нечего добавить. Тут моя ошибка в том, что я начал играть на шаманах и поверил в шаманов. Зря. Как видим, зря. Грустно, печально, но магов очень легко контрить. Возможно, если бы был здесь... Ну, я же заговорился. Если бы был бы здесь Зевс, то, скорее всего, бы я с Зевсом бы лучше себя чувствовал. Но мне так же самое нужно было бы БКБ, чтобы законтрить хотя бы его магический урон. Потому что он мне магическим уроном сносил, я ему сделать ничего не мог. Переставлять свой стол полностью в морских я бы тоже не смог. Ну, короче, ребята, я думаю, вы все поняли. Кто что думает, пишем в комментариях. Не забываем, что у меня есть телеграм-канал, где я веду личный блог, пишу по обновлениям этой игры, а также пишу, когда у меня стримы. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, не забудьте подписаться как на YouTube и на телегу, потому что на YouTube у меня цель 5000 подписчиков, а на телеграме я хочу хотя бы 1000. Поэтому всем удачи.